Доброго всем времени суток! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши прекрасные, замечательные жизненные истории, ваши комментарии, за то, что делитесь своим сокровенным. Благодарю вас. Также спасибо за лайки и подписки. Тема сегодняшнего расклада. Кто думает о тебе прямо сейчас? Что, собственно, этот человек думает о тебе? Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете. Значит, смотрим до конца. Один вариант. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Ух ты, какие у нас тут вампиры красивые сразу выскочили. Вампиры в клетке. Интересно. Ух ты, такие карты нестандартные какие-то. Сейчас будем уточнять, о чем это. Так. Вампиры. Это вы вампир? Нет, скорее всего, скорее это вам письмо какое-то, сообщение от какого-то вампира. Так, это кто-то в вашем окружении вампир? Да, не то слово. Огонь. Кто-то конкретно вампир тут. Так, это женщина в вашем окружении? Да, это женщина какая-то рядом с вами. Так, огонь. Огонь, это о чем? Тут вполне возможно какая-то женщина, кстати, может быть, считывает вас своей конкуренткой. Тут может быть и ревность, и раздражение, такое какая-то даже ярость в вашу сторону, какие-то накал эмоций. При этом каким-то образом эта женщина, она еще пытается как-то отслеживать то ли внимание какого-то мужчины к вам направлено, то ли она борется за внимание этого мужчины. Тут что-то такое, это может быть, знаете, как на работе, если женский коллективе, там один-два начальника, допустим, да, или какие-то сослуживцы, там, мужчины. И вокруг этих бедных мужчин такие страсти разгораются, там, не приведи Господи, этот мужчина с кем-то долго поговорит там в коридоре или улыбнется кому-то, все, эту девочку будут ненавидеть, уже какие-то сплетни по этому поводу там будут распускать. Вот тут что-то такое. При этом характеристика на женщину, которая, это же рядом с вами где-то, женщина, которая больше привыкла брать, потреблять, такой потребитель махровый, да, чем давать, отдавать. А при чем тут клетка? О чем это? Вы в клетке. Что это за клетка? Ну вот тут вы как будто бы стараетесь противостоять этому всего. Где-то вы уже настолько, знаете, не то что там привыкли, к сожалению, к тому, что люди больше приходят у вас по карте воровство. Больше как будто бы желающие у вас... Тут не то, что там позаимствовать, да, на время, а тут воровство. Брать и в ответ нифига хорошего не давать. Тут клетка. Какое интересное сочетание, как будто бы вы уже научились как-то даже с этими людьми, с вампирами, может быть, даже она не одна такая, как-то взаимодействовать, даже мастерски у вас это получается. Карта жадность. То есть, если раньше вы ресурсы свои могли отдавать, приходить на помощь, там, только там кто-то заикнется, там, мне нужна твоя помощь, там, удели мне время, внимание, там, может, вы как-то бескорыстно, добродушно даже мчались под всеми парусами, там, опять-таки, в свое время энергию тратили, там, кто-то даже материалами мог вкладываться, помогать. А сейчас мне показано, что карта жадности, мастер, вы говорите, да нет, хватит, я уже пораздавала своих ресурсов. И вот карта еще сердце, как будто бы вы свое замораживаете. Сознательно, это выбор, как будто бы ваш, вы говорите, не хочу, я уже так устала. Тут карта уже как ребенок сидит на ступеньках, плачет. Тут коленки какие-то сбиты, подраны штаны. То есть где-то вы в полной мере ощутили, да, вот какая-то фраза такая есть, не твори добро, да, не жди зла, да, ну что-то такое, девочки, я не призываю никого к этому, но мне вот тут как-то так идет, как будто у вас такой печальный опыт. Вы говорите, я пыталась по-доброму, пыталась приходить на помощь, как-то
Но что-то я от этого ничем хорошим, ну, как будто бы результата, к сожалению, какого-то хорошего вы не дождались. То есть тут даже можно как-то так как-то это прочесть, знаете, как будто бы, к сожалению, вы понимаете, что вокруг вас есть какие-то люди, которые, ну, опять-таки, хотят больше получать, чем что-либо давать. Тут вы уже учитесь как-то этому противостоять, где-то не близко к сердцу все принимать, тоже об этом. Где-то даже вообще как будто бы особо ничего хорошего вы не ждете, вот так вот мне идет. Но наряду с этим, карта Иерофант — это духовный рост, развитие, это желание женщины, то есть, то бишь ваше, да, чему-то обучаться, получать эти знания. При этом Иерофант на самом деле для вас, как вам сказать, вот как будто бы вы разуверились в этом своем окружении. Вы как будто бы уже смотрите трезво на вот этих людей, которые рядом с вами. И вы просто не хотите свою, там, повторюсь, такие энергию, время тратить на них. Вот именно на этих конкретных людей. А в общем, по Иерофанту, это показано вас как на самом деле добрый, светлый человек, который хотел бы, может быть, лучший мир сделать, или, по крайней мере, может быть, надеялись, да, что где-то вы найдете единомышленников, где-то надеялись, что благодаря тому, что вы там будете как-то относиться к людям по-доброму, то и они, может быть, тоже будут так как-то по-другому проявляться. Ну, тут уже печальный опыт. Будто бы вы говорите, нет, этих точно я не исправлю. И это очень наивно, и как-то это пытаться их исправлять. Так, а что ж тут по Иерофанту? Так, это вы по Иерофанту. Да, тут я спрашиваю, это вы по Иерофанту проходите? Карта сила. На самом деле, скорее всего, наверное, у кого-то были такие убеждения, не знаю, насколько это сейчас актуально для вас, но вот, что не сколько красота спасет мир, а сколько умение любить, да, добро, умение причинить добро кому-то вовремя, да, это спасет мир. Ну, получается, сейчас как будто бы у вас частично, как сейчас я выговорю, поколебались вы. В общем, заколебали вас, девочки. Эти ваши ближайшие там какие-то коллеги, знакомые, как будто бы это окружение, в общем, явно это привнесло какой-то разлад в ваше вот это вот видение мира, как будто бы все братья, да, все братья и любовь вокруг царит. Ну, в принципе, по Иерофанту и сила, вообще женщины, как будто бы у вас такой запас еще прочности на самом деле. На самом деле вас какое-то там любое деструктивное какое-то общество забрось, то вы изнутри его это своей какой-то, не знаю, миссией добра, света, вы разрушите его. Уж точно это устои его разрушите. Может быть, сможете зародить какие-то, да, знаете, как идеи в этом обществе, что не все люди сволочи, не все люди друг другу эти, не братья, а наоборот, как будто бы. Ой, почему-то мне тут идет такое, как будто бы женщина своя философия, и вы могли длительное время вот пребывать в этой какой-то, ну, не знаю, как вот тут, не то что в этой философии, но вот как будто бы старались жить по своим правилам, как бы больно вам не было, как бы вас там не ранили, не предавали, там все равно, как будто бы вот это вот какие-то ваши вот эти моральные ценности, вот какие-то в жизни выстроенные были вот эти вот ценности, они и есть. Но это здорово. Так, а новости это о чем? Урожай, что ребенок, ой, не знаю, так странно, вот как будто бы вот с учетом вот этого всего, что показано вначале, такое какое-то окружение, ваши попытки где-то
к этому окружению совершенно по-другому, по-иному относиться. Может быть, не брать близко к сердцу. При этом по Иерофанту не хотите вот уподобляться им же, не хотите быть одной из. Свой путь выбираете, свою дорогу, видение этого мира, себя в этом мире, какая-то инаковость. Ну, скажем так, не хотите опускаться до, может быть, каких-то вот манипуляций, которые эти люди проявляют, потребительского какого-то такого поведения. Ну, тут как-то так мне идет. С другой стороны, вот показано новости. Какие новости? О чем это? О том, что вы в полной мере собрали урожай. Какой урожай? Ваша карта вопрошающая и карта ребенка. Потому что где-то как ребенок, как были наивной какой-то, такой остаетесь где-то. Вот. Ну, извините, так мне идет. И как будто вот эта карта игра, это, скорее всего, история о том, что в этом мире, да, с одной стороны, надо проще быть, пытаться, да, проще быть. В каком плане? Легче относиться, постараться относиться, да, где-то к окружающим, к их проявлениям, да, может быть, не настолько требовательным быть и к ним, и к себе, соответственно. Тут, ну, так, по этим картам мне так считывается. Я вас не призываю ни к чему, это просто вот так, я эти карты так читаю. И карта игра это где-то как здоровый пофигизм, да, вот развивать в себе, тогда, может быть, не так критично будет, не так болезненно для вас вот это состояние. Повторюсь, не только к окружающим легче, может быть, без каких-либо там претензий и ожиданий, соответственно, но и к самой себе. Вот почему-то мне такая сегодня сигнификация пришла. Вот что пришло, то пришло. Что-то вас достали там, ваши какие-то окружение, как будто бы вот постоянное ощущение, как будто вот в кинжал кто-то в спину воткнет, и как будто бы, между прочим, так даже. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Так, кто думает о вас прямо сейчас и что этот человек о вас думает? Кто этот человек, который думает о вас прямо сейчас и что он думает о вас? Кто этот человек, который думает о вас прямо сейчас? И что он думает о вас прямо сейчас? Кто этот человек, который думает о вас прямо сейчас? И что он думает о вас прямо сейчас? Так. Кто этот человек, который думает о вас прямо сейчас? Что он думает о вас прямо сейчас? Начинаем. Итак, кто этот человек, который думает о вас прямо сейчас? Ух ты, что это такое? Ну вот, принц. Мужчина. Князь, принц. Нет, не князь, а принц какой-то. Принц, знаете, такой интересный мужчина для многих. Для многих лакомый кусочек, может быть, как социально вкусный продукт. Мужчина, который обладает уже какими-то там регалиями, наградами, званиями, атрибутами роскошными, как может позволить себе атрибуты какой-то роскошной жизни, по крайней мере, себя позиционирует так, как будто он может себе позволить больше, чем другие, иные. Не свободен, может быть, и тут еще несколько карт говорит о том, что правда у него может быть семья, тут вот семья, детки. Но на первая карта у меня вышла любовный треугольник, то есть наличие третьего фактора в его жизни. Тут вот, видите, две женщины и один мужчина. Скорее всего, у мужчины есть семья, и при этом, ну, вообще-то мы же смотрим, он думает о вас прямо сейчас. То есть уже, я думаю, вот вы являетесь одной из этих девочек. Я не говорю, что у вас там прям конкретно любовная история связывает, но может быть, человек постоянно о вас думает, в голове вы у него вертитесь. Ну или же давайте так, мужчина может
находиться в любовном треугольнике. Для него это может быть, не скажу привычное состояние, да, помимо основной женщины, там, то ли он женат, он тут очень большая вероятность, может позволять себе еще там увлекаться на стороне. Как правило, если тут как-то такое, хотел сказать, как правило, если в семье проблемы, и если постоянно какая-то там любовница или женщина, третья еще, то, знаете, она выполняет роль где-то, эта вот женщина на стороне, как громотвод, она как поддерживает эту семейную конструкцию. Может быть, благодаря этому даже и эта семья еще какое-то время как на плаву держится. Ну, ладно, почему-то мне так идет, не знаю. Вот это вот такое странное сочетание, тут любовный треугольник и вот это покровительство высших сил и семья. Тут как будто бы так странно, может, как-то абсурдно это прозвучит, но вот тут именно тут какой-то случай, когда человек по-другому, наверное, то ли не может, то ли как-то он, тут как-то странно он на это все смотрит, вот на наличие еще вот одной женщины, вот в их, ну, в общем, как будто бы сейчас я доложу, это как-то странно вообще-то все. Так, о чем, почему-то тут эта карта, она как идет как покровительство высших сил. О чем это? Карта страсти, темница. Понятно. Знаете, тут может быть со стороны постоянной женщины, она может быть довольно, кстати, ревнива, и она действительно старается за ним следить, контролировать как-то. Он себя чувствует как в темнице со связанными руками. И где-то ему хочется страсти, наполнения, это на стороне набирает. При этом почему-то же с семьи не уходит. Действительно, почему? Так, мужчина этот, кстати, очень умный, начитанный, эрудированный, постоянно чему-то обучается. Кстати, может интересоваться психологией, может быть, тут карта Эрос, карта Плен. Знаете, и тут еще и пятерка мечей. Кстати, может быть, как-то даже, как вам сказать, пытаться обосновать свое, ну, это же предательство, да, если на стороне он там заводит какие-то сексуальные тут у него истории, да, он может тут даже как-то вот это предательство, как-то пытаться при помощи, если он там увлекается психологией, то это как-то так вот тут он так философски как-то так изъясняться, как будто бы даже оправдывать эти измены, ну, вот эти вот популярные, это, я считаю, очень глупые какие-то выражения. Левак укрепляет брак, там, и все из этой серии, да, вот тут что-то такое, только не так примитивно, тут может быть более витиевато, как-то более красиво. Угу. Так, карта Эросплен. Может быть, знаете, тут я не говорю, что он тут отъявленный пикапер какой-то, но может это интересоваться. Вот тут карта Плен и Эрос. Знает подходы, как женщину увлечь, знает, как правильно себя где-то повести. При этом повести так, чтобы и даже если в семье там постоянно женщина догадывается, может лапши там навешать. Если тут какие-то проблемы с женщиной, которая там, ну, вне семьи, да, любовница, да, назовем это так, тоже как-то может так на нее влиять, дабы удерживать ее. Тут какой-то такой вот, тут умелый манипулятор. При этом может быть настолько наивным, как вам сказать, каким-то обезоруживающим, может быть, так какая-то улыбка. Ну, это тоже, это хитрость какая-то с его стороны, мне так идет. Как будто бы на очень многое женщины закрывают глаза в его поведении. С одной стороны, он ресурсный, вполне возможно, тут и материалка, и в принципе там интеллект, да, может социальное какое-то положение, как будто бы действительно ресурсный. С другой стороны, он как-то себя так ведет, где-то даже как по-детски, вот так вот. Ему многое прощается, этому мужчине. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, если сейчас новым каким-то делом занят, то вкладывает туда силы, могут материальные там вложения какие-то быть.
И он этим занимается с таким расчетом, что в будущем он там сможет там, ну, не знаю, заработать денег, может быть, бизнес какой-то новый там начинает или планирует, вот как-то так. При этом очень толковый. И в каком плане толковый? Если чему-то новому, какому-то делу, ремеслу он обучается, то может преуспеть здорово и переплюнуть даже мастера, да, талантливый. Так, на волоске доход. Отчасти показано, кстати, может быть сейчас какое-то такое у него состояние по материалке не особо. Может быть, он ищет, чем ему заняться, новым каким-то. Бизнес, новый род деятельности. Вот для чего? Для того, чтобы ищет доход, где заработать. Какая-то такая ситуация непонятная. На волоске показано. Может быть, знаете, тоже такой период, когда тратит больше, чем зарабатывает. Мало ли, у каждого свои там какие-то, да, эти запросы, да, может, у него там ипотека, но при этом у каждого свое видение, там кто-то там на однушку, ой, выплачивает 15 лет, да, а у кого-то там, допустим, у него где-то вилла на Средиземном, я уже не знаю, Лазурном побережье или еще и каком-нибудь там на берегу океана, да, ну вот, ну, вряд ли ипотека, конечно, но вы поняли, кому-то, у кого какие запросы, тут вот почему-то он мог стать заложником даже, вот, знаете, такого какого-то образа жизни, мог настолько увлечься, там, тратить деньги или вкладывать во что-то, что не сопоставимо, вот тут так как-то, мог заиграться даже. Ну, где-то, знаете, как вот окружение надо вот так вот обязывает, да, если он один образ жизни ведет, и тут ему, допустим, там, один там купил яхту, второй, третий, и тут ему там предложили по хорошей цене, да, по одну яхту по цене двух, и он решил купить. Ладно. Но у многих, ладно, это я увлеклась, конечно, тут у многих, кстати, может проиграться мужчина, который несет ответственность, правда, то семья, и тут карта защитники, доход, мало ли, может быть, там детки подрастают, деткам недвижимость нужно, там обучать их, там еще что-нибудь, ну, как-то так, финансовая защита тут больше, как будто бы в нем нуждаются, и он, а он как на волоске, нужно срочно что-то делать. Такой вот человек мне вышел. Такой вот мужчина мне вышел. Он думает о вас прямо сейчас. Так, что он думает о вас прямо сейчас? Ой. Ой. Ой-ой-ой. Угу. Угу. Вы посмотрите, какая, хотел сказать, дичь. Нет, не дичь тут. Что он думает о вас? Смотрите, какая-то карта оппозиции, будто бы вы с ним то ли... У вас каждого свое мнение, и каждый может быть ссора, выяснение отношений, точки над «и» были расставлены. Почему-то он считывает как враждебно настроенная женщина по отношению к нему. Может быть, женщина, которая не разделяет его мнение, да, взгляды на что-либо, его видение ситуации. Он считает вас, ну, своим оппонентом, да. Так, при этом он считает вас очень привлекательной, красивой, яркой, муза, вдохновляющей. Ну, не зря, что он думает о вас. Считает, что вы как были райской птицей, какой-то такой остались. Но при этом тут есть какая-то карта одиночки. Сейчас я спрошу, это на вас или на него? Или же это карта, говорящая о том, что после выяснения отношений, прояснения отношений, или ссоры, или какое-то недопонимание, назовем это так, каждый пошел своим путем, своей дорогой. При этом вас он считает, ну, давайте сейчас я буду уточнять, потому что можно по-разному прочитать. Вот тут вот еще карта, говорящая о том, что, помните, на него вот только недавно выходили карта треугольники. Там человек, который каким-то образом в этих треугольниках он находится. То тут вот как будто бы, может быть, с его стороны была какая-то хитрость, карта лиса. И бесплодно, эта карта бесплодия, ему не удалось по треугольнику вас втянуть в это или удержать в этом. Дьявол и любовный треугольник. Может, человек, ну, повторюсь, для него привычны такие форматы. И он хотел вас как-то в это втянуть, удержать в этом. При этом по карте лиса как-то очень хитренько. Это, знаете, как когда
нет четко ответов, кем мы являемся друг для друга, что ты ко мне испытываешь, к чему наши отношения ведут. Когда вот так вот как в темную ведут женщину, ни да, ни нет, устраивают качели эмоциональные, другими словами, прямо ни о чем не говорят, а вот между строк. Или тебе, или ты со мной вот в таком формате, непонятно каком, непонятно к чему. Ну или вообще это меня не устраивает, да, и это все не озвучивается, это между строк как-то вот так вот, как-то так плавно, обтекаемо. Для чего? Для того, чтобы лишний раз даже у женщины не было никаких, ну не то что претензий, но у нее даже видение не складывается, она не может понять, что это за отношения, к чему они ведут, кем она является, повторюсь, для этого мужчины. То есть и, ну да, по большому счету она не то, что не вправе там чего-либо требовать, она даже не вправе спрашивать, а что дальше. Вот тут такое, вот как будто бы вот мужчина сознательно пытался удержать ее вот в таком каком-то состоянии, но это бесплодно, это не получилось. И по дьяволу это какая-то страсть, соблазн, это игра какая-то, где он хотел быть победителем, вот, и где какое-то как представление он перед вами разыгрывал. Вот это не получилось. При этом показано, нуждается мужчина в вас. Вас считает вот такой какой-то тут яркая муза, тут по карте, смотрите, не я, это такая морская, не знаю, какая-то русалочка, да, наверное, как жемчужинку вынашивает. Это видение вас. Вот, мне так эта карта нравится. Смотрите, какая красивая. Он такой и видит вас, где-то чистой, где-то наивной, где-то женщина, которая внутри, вот как свет. Женщина, которая обладает вот каким-то таким, не знаю, то ли набором качеств, да, которая привлекает, невозможно оторвать от вас взгляд, невозможно о вас не думать. При этом жемчужинка, это ценность какая-то, он это понимает, да, вот так мне идет. Так, спрошу, одиночество это о чем? Это ваше одиночество, он так видит. Интересно. Он видит вас как ребенка, где-то наивного, который может принимать какие-то решения, которые, ну, скажем так, вот где-то он видит вас, знаете, одиночество в каком плане, если ребенок, вот вместе считать, это женщина, которая не будет даже особо продумывать какие-то, вот как шахматные партии, да, о чем-то там, вот как будто вот искренне то, что вы посчитали, ну как вот, или прочувствовали, вы это озвучите, и вам по большому счету по барабану, как оно дальше будет складываться, как будто бы женщина, которая где-то, ну, правда, выбирает себя и выбирает не предавать себя, ну, как ребенка. Вот мне так идет. Так, одиночество. Это он сейчас одинок. Ой, вот о чем это? Это, знаете, как будто бы он сейчас урожай какой собирает. Он хотел заполучить паутину какую-то женщину, как, ну, ресурс, как добычу. Ну, вот такой урожай он хотел собрать. Но он его не собрал, одиночество. Он это не получил. В идеале он об этом мечтал. Ну, вот так вот мне. Так. Ну, тут вот вообще победитель, он сам по себе как победитель, тут идет шестерка жезлов, видите, на коне, он как будто был уверен, что вот такой урожай я соберу, такой трофей замечательный в виде вас я получу, все, я обязан его получить. Карта представления, как будто бы все было четко разыграно, он добивался этого, он как будто бы какую-то картинку перед вами показывал, вот. Так, бедность, это с его стороны бедность. Лиса. Угу. С его стороны хитрость, может быть, даже показывает где-то, может, не в том плане бедность, что материально, а в том плане, что... Так, в чем это? Пытается. Демон. Ну, опять, тут бедность, тут карта расходы, ангел и демон. Это, и опять, как нуждается, безденежье. А почему это хитрость? Потому что есть выбор. То есть он может вам, и еще кому-то голову морочить, девочки, и рассказывать, я так в тебе нуждаюсь. Да, я живу и проживу без тебя, но с тобой мне было бы намного лучше. И, ну, вот все из этой серии, эти песенки, да, это
ты не можешь мне заменить весь мир, но и он тебя не может. Тра-ля-ля, вот эта романтика, да, такая тут, как будто бы я в тебе нуждаюсь, мне без тебя плохо. Но в чем хитрость? Все вроде понятно, да? Но в чем хитрость? Хитрость в том, что по влюбленным еще кто-то есть. Влюбленный это всегда выбор из двух. То есть, ну, при наличии, допустим, какой-то основной женщины, он голову может морочить какой-то не основной. Вот так вот как-то. Так. Собственно, что он думает о вас? Что после вас каких-то выяснений отношений, прояснений, вы для него таки остаетесь манкой, что его притягательной какой-то, очень яркой, да, скажем так, что трудно забыть. Какой-то хитрый план, лиса раз вышла, лиса два вышла, то есть, ну, хитрости, да, какие-то манипуляции по поводу того, чтобы то ли вас удержать в этом формате, то ли привлечь вас, увлечь и оставить вас в этом формате треугольником. Дьявольская привязанность, сексуальное влечение, вот это вот все, где он явно выходит победителем на коне, где он выигрывает, где он все продумал. Вот эти вот мысли, что это все не получилось у него, бесплодно все эти попытки. И он нуждается в вас. И карта вот эта вот говорит о том, что, ну, как были вы для него желанные, яркие, привлекательные, где-то очень необычные, притягательные, так и остаетесь вы такой для него. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.